Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, и мы вновь встретились на заседании нашего светского клуба. На повестке уже традиционно вышивка. Вы увидите, каких успехов мне удалось достигнуть в вышивке большой картины «Базарный день». Вылетело из головы, какого художника. А чьих кистей эти работы? Нюша, тут покупатели про какие-то кисти спрашивают. Какие еще кисти? Нет у меня никаких кистей. Да, Теодора Жерара. Неважно, кисти мы сами переделаем. Затем последует рубрика «История под вышивку». Мы продолжим путешествовать по страницам истории, которые приведут нас на загадочный остров Пасхи, на котором неизвестно кем и невесть когда воздвигнуто множество каменных истуканов. На некоторых из них красовались каменные шапки весом в 1000 килограммов. С этих каменных истуканов началась слава острова. Подробнее это географическое открытие мы рассмотрим во второй части видео. А сейчас, да, вышивка. Сразу напомню, на каком эпизоде я остановилась. Вот такая красота. Планирую вышить, друзья, весь ряд высотой в 50 крестиков. Посмотрим, что у меня получится. Итак, 5 сентября. И, как видите, у меня все готово к началу нового вышивального периода. И на данном участке должен будет появиться ослик с Дульсинеей. А также я захвачу руку нового персонажа. Простите, а вы кто такой будете? Так, по сложности, друзья, я смотрю, что у нас все стабильно. Единичек достаточно. И двушек, трешек, как вы знаете, меня интересует в основном это начало, мелкие символы. И ой-ой-ой, сколько цветов, да? Ослик и рука нового героя. А сколько всего? А самый крупный символ будет содержать 281 крестик. Интересно, где он будет? Так, будет он, конечно, на Дульсинее. Это ее юбка. Вот такая. И ослик, предпоследний символ на этом участке. Все, ослик и Дульсинея. И Дульсинея. Так, ну и, конечно, рыночное пространство. Все. Начинаем вышивку. Все, как и предполагалось, наступил глубокий вечер, и я выполнила поставленную перед собой задачу. Вот, друзья, на остатке менее 100 тысяч крестиков. Да, 99 981. Все. Я довольна. Завтра продолжим. Да, готов полностью наш ослик. Его вовсю, как мы видим, используют в виде упряжного пассажирского транспорта. Думаю, что и в виде грузового его также частенько используют. А еще появилась рука загадочного персонажа с танцующими, ну или бегущими ногами. Вот такая красота, друзья. Ослик прям шерстяной, мягкий и приятный на ощупь. И не теряя времени, размечаю, друзья, канву далее. И смотрим. Смотрим и видим, что вышивать мы будем тельце нашего персонажа к ногам. Правда, лицо снова не будет затронуто.
Понимаешь, у того лицо умнее. Вот лица попрошу не касаться. А еще голова Луизы выщется. О, интересный участок будет. Многокрасочный, многосимвольный. Вот сколько цветов, друзья, вместятся в это пространство. И яркие, и сочные, и уныло-бесцветные, и агрессивно-темные, смешанные, чистые, разнообразные. Так, да, мне всегда интересно просматривать содержание цветовое, символьное, насколько крупные символы, особенно самый крупный символ. И содержать он будет аж 109 крестиков. Да, и предпоследний столько же. Так, а расположены они будут на одеянии паренька. Вы знаете, он мне напоминает курьера, впрягся в тачку и тянет заявки клиентов. Ладно, быстренько размечаю канву и приступаю к вышивке. Вот что интересно, Луиза с пареньком-курьером идут в вышивке вровень, не отстают друг от друга. Так, все, завершенный этот участок. Готов частично запряженный бегущий персонаж. Он у нас крепко занятой, весь в делах и заботах. Голова его идет кругом и остается пока еще не зафиксированной вышивке. А голова прям как в тумане. Не надо было жениться. А вот с головой Луизы пришлось, так сказать, заморочиться. Я думала, будет а вышло... Ух, да, друзья, многоцветной, многосимвольной, одним словом, сложной оказалась голова в вышивке. Почему-то. На голову жалуется. А голова предмет темный, исследованию не подлежит. В итоге все получилось замечательно. Так, быстро размечаю следующую область и бегом смотреть, кто и что нас здесь ждет. Так, корзину закончим. Даму захватим, тоже без головы пока. И шляпу нашему Ориону. И снова здравствуй, Орион. Он, как настоящий джентльмен, снял шляпу перед встречей с дамой. Шляпу сними. Что? Шляпу сними. Но я, конечно, буду пытаться ему ее водрузить обратно. Однако ветвь первенства появления на конве забрала новая героиня картины, дама с корзиной, полной белья. Похоже, друзья, что это прачка. Собрала полную корзину постирушек, так сказать, у клиентов, и по пути забежала на рынок, ведь базарный день сегодня. Кое-чего нужно купить и узнать свежие сплетни. И, как видите, друзья, как-то так случилось, что вышивать я начала ее лицо. Персонаж, видите ли, закапризничал и отказался появляться на публике без лица. Ну, а я не против пойти на компромисс. Вот и все. Орион получил свою шляпу с острым козырьком. Дама свое заинтересованное лицо, как и просила. Ее корзина полная белья. Наша прачка хорошо зарабатывает. Они с мужем держат маленькую прачечную, и к их услугам частенько обращаются состоятельные горожане. Давайте, друзья, пройдемся взглядом еще раз по вышитым участкам и подведем итоги. Как видите, друзья, запланированный ряд слегка затянулся во времени, и оставшийся эпизод в этом ряду теперь плавно перейдет на следующий вышивальный двухнедельный период. А это значит, что перемотка случится значительно позже, и у нас
будет возможность встретиться еще раз с персонажами картины, особенно с так полюбившимся Орионом. Чтобы каждый день ко мне. Итак, вышито уже 73,26% картины. В крестиках это составляет 253 850. За прошедший период мне удалось вышить 7550 крестиков. Да, и впереди еще нас ждут 92 600 крестиков. Да, до 10 тысяч я не дотянула, ряд не закончила. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Ну, разных возможностей бывают недели, друзья. Главное, чтобы эти возможности были. И как можно чаще. Продолжаем вышивать. Все вышьем. Вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами, друзья, ко второй части видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие на остров Пасхи. Загадочный остров Пасхи. Первым из европейцев увидел этот остров пират Эдуард Дэвис. Было это в 1687 году. Запись Дэвиса в корабельном журнале была лаконичной, а координаты острова очень неточны. Оправдание этому веское: за пиратом гнался военный корабль. Посещение острова отменялось. Надо было поскорее скрываться от погони. 34 года спустя голландская экспедиция из 3 кораблей под начальством Якоба Рогевена отправилась на поиски легендарной неведомой южной земли. Предполагалось, что клочок суши, открытый Дэвисом, может оказаться частью этого материка. Плавание проходило трудно, экипаж страдал от цинги. Вот что писал участник похода, немец Карл Фридрих Беренц. Эту жалкую жизнь не описать пером. На кораблях воняло больными и мертвецами. Заболеть можно было уже от одного запаха. Больные жалобно стонали и кричали. Они настолько отощали и сморщились от цинги, что являли собой зримый облик смерти. Много было страдающих от психических расстройств. Здесь не помогли бы никакие лекарства, кроме свежей пищи. Мои зубы почти полностью оголились от десен, а сами десны распухли, впали с толщиной. На руках и на теле появились желваки величиной больше лесного ореха. Наконец, 6 апреля 1722 года на Пасху эскадра Рогевена наткнулась на одинокий гористый островок. Толпа туземцев высыпала на пустынный берег, разглядывая диковинные суда. Дикари были безоружны, но цивилизованные христиане-европейцы во знаменование своего открытия для острастки местных жителей дали по ним залп. А в память о воскрешении Христа назвали островом Пасхи. Вооруженный отряд матросов, высадившийся на берег, разграбил туземное поселение, хотя у этих бедняков почти нечего было взять. В дальнейшем голландская экспедиция потерпела полную неудачу, открыв только несколько малолюдных небольших островов и не обнаружив никакого континента, а ее руководитель снискал себе дурную славу. Однако книга Беренца «Путешествие по южным странам и вокруг света» в 1721-1722 годах, изданная в 1737 году, пользовалась успехом у читателей во многом благодаря описанию таинственного острова Пасхи, на котором неизвестно кем и не весть когда воздвигнуто множество каменных истуканов. На некоторых из них красовались каменные шапки весом в 1000 килограммов. С этих каменных истуканов началась слава острова.
Было совершенно непонятно, как они могли появиться на затерянном в океане островке со скудной растительностью и диким населением. Вес каменных колоссов достигает 20 тонн. Кто-то вытесал их, приволок на берег, водрузил на специально сделанные постаменты и увенчал увесистыми головными уборами. А что, если остров – осколок огромного затонувшего материка? Статуи – остатки былой великой цивилизации, а местные жители – одичавшие потомки некогда могущественных народов. Правда, великий мореплаватель Джеймс Кук, посетивший в 1774 году остров Пасхи, догадывался, как можно было поднять многотонных истуканов и увенчать их каменными шапками. Ведь вокруг много камней, из них можно устроить насыпь, на которую с помощью рычагов и веревок не очень трудно затащить монолит и затем, наклонив его, постепенно поставить торчком. И все-таки эта догадка не объясняла самого главного. Что это за островная цивилизация, удаленная от берегов Южной Америки на 4000, а от ближайшего населенного острова на 2000 километров? Общая площадь островка 160 квадратных километров. Напоминает он треугольник с наиболее длинной стороной в 20 километров. На нем нет ни одного дерева, а немногочисленное население пребывает в каменном веке. Имеет лишь простейшие орудия труда и не знает письменности. Правда, у них сохранились дощечки, преимущественно в виде рыб с выцарапанными значками. Но что означают дощечки и что на них начертано, никто из туземцев объяснить не мог. О себе и своем острове местные жители рассказывали только сказки. По их словам, когда-то остров был большой, на нем жило много людей. Но после Великого потопа и вулканических взрывов почти весь остров погрузился в пучину. О том, что этот клочок суши вулканической природы, узнали еще участники экспедиции Кука. По 3 углам острова расположены крупные вулканические конусы, а на всей поверхности десятки мелких. В 1786 году остров ненадолго посетила экспедиция Лаперуза. Они посеяли семена, доставили на берег домашнюю птицу и коз. Но эти растения не прижились, а живность островитяне быстро съели. Лаперуз отметил, что каменное изваяние сделано из вулканической породы, красивой и легкой. Судя по всему, европейцы, посещавшие остров Пасхи, частенько интересовались знаменитыми местными статуями лишь с корыстными целями, пытаясь обнаружить в них или под ними клады. Возможно, поэтому очень многие монументы Пасхи оказались поваленными и расколотыми. То же относится и к каменным постаментам, платформам Аху, остатки которых более 300 разбросаны по берегу. Длина самого большого, ныне разрушенного Аху составляла 160 метров, а на его центральной платформе длиной около 45 метров располагалось 15 статуй. Для чего сооружались первые Аху, их возраст где-то 700-800 лет, до сих пор не ясно. В последующем их нередко использовали как места погребений и увековечивания памяти вождей. Всего на острове обнаружено около 600 больших статуй, из которых 1/4 часть осталась незаконченной. Изваяния высекались прямо в скале, а затем спускались по склонам вниз. По какой-то причине островитяне практически внезапно прекратили работу по сооружению, перевозке и установке статуй. Чем внимательнее исследовали путешественники и ученые остров, тем больше возникало загадок. Само по себе открытие его европейцами трудно назвать крупным географическим достижением, но изучение его происхождения, заселение людьми, формирование и расцвета местной культуры, а затем ее сравнительно быстрый упадок – все это открывало обширное поле для ученых разных специальностей и явилось в полном смысле слова открытием
до сих пор вызывающим интерес и горячие споры. Например, систематические археологические раскопки на острове были начаты в середине XX века норвежской экспедицией под руководством Тура Хейердала. Примерно тогда же здесь были проведены более или менее обстоятельные геологические исследования. В настоящее время совершенно точно установлено, что никакого континента в центральной части Тихого океана не было. На Пасхе могла произойти вулканическая катастрофа, в результате которой часть острова погрузилась в море. Но нет никаких оснований считать, что часть эта была велика, и что большинство островитян погибло в результате буйства природных стихий, извержения вулкана, землетрясений, волн цунами. Наиболее страшные удары обрушились на паскуанцев после их знакомства с европейцами, причем уже в XIX веке. Так американские охотники за тюленями на шхуне Нанси захватили в рабство около 25 мужчин и женщин с острова Пасхи, которые позже предпочли умереть, бросившись в море. Затем американские китобои захватили около 3 десятков молодых островитянок, глумились над ними, а затем, заставив их плыть к берегу, всех расстреляли в воде. А через полвека, в конце 1862 года, 6 перуанских кораблей захватили почти всех мужчин с острова и увезли в рабство, направив на работу в рудники. Только 15 из них вернулись после злоключений болезни на родину, занеся сюда вирус оспы. От эпидемии погибла половина островитян. Как видим, переход жителей Пасхи от каменного века в эпоху капитализма оказался для них гибельным. Лишь в конце XIX века англичане взяли в аренду остров у чилийского правительства, завезли сюда крупный рогатый скот, лошадей и овец. Однако местные жители по-прежнему пребывают в нищете, довольствуясь скудными доходами от туризма. Согласно археологическим данным, в далеком прошлом остров переживал счастливые времена. До прихода людей он был покрыт пышными лесами. Люди поселились здесь примерно 1500 лет назад. Это были мужественные и умелые мореходы с островов Восточной Полинезии. Остров был обширнее нынешнего. В прибрежных водах водилось немало морской живности, а на скалах обитали птицы. Население острова неуклонно увеличивалось. Прошло 500 лет, островитяне обжили свою землю. Они строили лодки, на которых совершали дальние плавания и занимались рыбной ловлей. Примерно тогда появился у них батат, сладкий картофель, произрастающий в Южной Америке и широко распространенный в империи инков. Естественным путем эти клубни не могли попасть на остров, они тонут в воде и не способны выдержать долгого путешествия. Кто же доставил их на остров? Тур Хейердал, сторонник гипотезы заселения Океании с востока из Южной Америки, старался доказать, что именно эти переселенцы привезли с собой батат, а также устраивали аху на манер пирамид и высекали из скал истуканов. Против этой гипотезы имеется много веских свидетельств. Культура и языки жителей Океании имеют много общего между собой, полинезийские корни, и практически ничего с культурой и языками жителей Южной Америки. Именно полинезийцы, а не инки, были великолепными мореходами и обладали надежными судами. Двигаясь от материка в сторону открытого океана, можно лишь через 2-3 месяца до этой по счастливой случайности наткнуться на остров. Напротив, путь от островов Восточной Океании на восток обязательно приведет к берегам Южной Америки. Полинезийским мореплавателям, судя по всему, удалось пройти этот путь, познакомиться с неведомой цивилизацией, обзавестись клубнями батата и вернуться на родину. Были ли такие экспедиции регулярными? Вряд ли. Происходили они, как считает большинство исследователей, не позднее X века. Иначе трудно объяснить, почему полинезийцы доставили на свои острова только батат, пренебрегая такой хлебной культурой, как кукуруза,
которую древние перуанцы стали использовать с VIII века, и в дальнейшем постоянно увеличивали ее посевы и улучшали ее кондиции, выращивая все более крупные початки. Исходным пунктом для путешествий на континент, судя по имеющимся данным, были Маркизские острова. Отсюда до побережья Перу около 4000 миль. При средней скорости 5-7 миль в час полинезийская экспедиция могла преодолеть это расстояние примерно за месяц. Наиболее убедительно обосновал возможность открытия Америки океанийцами еще раньше, чем это сделали викинги и Колумб, французский ученый и отважный путешественник Эрик Бишо. Начиная с 1934 года он много раз выходил в океан на самодельных плавательных средствах, сделанных по типу древних судов и плотов. Он ходил от Полинезии к берегам Южной Америки в обратном направлении, не раз терпел кораблекрушения, но несокрушимо верил в свою идею. Полинезийцы совершали плавание до современного Перу и обратно. Только во второй половине XX века ему удалось доказать на собственном опыте, что подобные путешествия возможны. В 70 лет он предпринял очередное путешествие на своем плоту. Благополучно достиг Перу, но на обратном пути скончался в открытом море. Полинезийцы, писал Бишо, превратились в своего рода людей-амфибий, и это явление уникальное во всей истории человечества. Достаточно прочесть несколько легенд и мифов Полинезии, как сразу становится понятным, что их герои действуют в необычайной географической среде. Они ведут борьбу не со сказочными земными чудовищами, а с гигантскими акулами и морскими черепахами, с кровожадными угрями и огромной тридактной, которая проглатывает целые суда со всем экипажем. Впрочем, прославили Пасху не путешествия Бишопа или исследования ученых, а популярные книги, кинофильмы Тура Хейердала и Эриха фон Деникена. Последний потряс почтеннейшую публику небылицами о космических пришельцах. Одной из их земных баз, согласно его версии, служил остров Пасхи, иначе, мол, невозможно объяснить местные древние сооружения. Только могущественные пришельцы были способны на такое титаническое деяние. Невозможно, по его словам, с помощью примитивнейших инструментов изготовить эти колоссальные фигуры из твердого, как сталь, вулканического камня. Правда, нельзя не заметить, не такими уж примитивными были орудия мастеров каменного века, а исходным материалом для изваяний служили сравнительно мягкие вулканические туфы. Американский ученый Лав, конечно, ни на каких космических пришельцев не ссылался. Все имеющиеся факты подтверждают идею заселения острова Пасхи переселенцами из Восточной Полинезии около 500 года нашей эры. Быстрое, широкое, развитое строительство сложных аху с использованием глыб весом до нескольких тонн, пишет Лав, началось не ранее 1050 года нашей эры. Наличие древесных ресурсов позволяло сооружать дома на столбах, каноэ для рыбной ловли, а также рычаги и салазки, приведшие к расцвету мегалитической культовой архитектуры. Сооружение сложных аху, создание и установка огромных фигур, символизирующих предков, достигли пика примерно к 1440 году. В течение последующих 200 лет большая часть древесной растительности острова была истреблена. Сохранность и плодородие почв понизились, количество каноэ сократилось, и основные ресурсы моря стали недоступными. Истощение природных ресурсов изменило социальную обстановку на острове. Начались войны, дело дошло до людоедства. Культура пришла в упадок. Численность островитян быстро сокращалась. Если прежде она доходила до 10 тысяч, то теперь не превысила 2. Возможно, именно тогда островитяне стали низвергать памятники предкам. По мнению геолога Кренделева, многие истуканы острова могли упасть во время сильного землетрясения. Это принципиально не меняет картины, нарисованной Лавом.
Природная стихия могла послужить для паскуанцев сигналом к разрушению своих культурных ценностей, неспровержению кумиров, которые не оправдали их надежд на благообильную жизнь. Правда, продолжалось строительство новых аху, но нередко за счет разрушения старых и с использованием сравнительно небольших глыб, которые могли перемещать несколько человек без помощи рычагов и салазок. Важность истории острова Пасхи, сделал вывод Лав, заключается в изучении динамического равновесия, достигнутого на нем, а также изменений, происходивших в замечательно энергичном и мобильном полинезийском обществе, когда оно столкнулось с непрерывным сокращением ресурсов и увеличивающейся скудностью окружающей среды. По-видимому, гигантские аху и величественные каменные изваяния острова сооружались в честь героических предков, открывших и освоивших этот затерянный в океане клочок суши. Но уже само возвеличивание предков потребовало огромных усилий. В ту пору, как видно, избыток населения не вредил, а позволял использовать свободную рабочую силу. Последние деревья были использованы на рычаги и полозья для перевозки каменных глыб. Оголенные, лишенные растительности склоны гор подверглись эрозии. Дожди и ветры смывали и сдували остатки плодородных почв. Нечего было строить лодки не только для дальних морских экспедиций, но и для ловли рыбы. Недостаток природных ресурсов подорвал экономические основы общества и вызвал острые социальные конфликты. Не правда ли все это напоминает нам то, что происходит в наше время на планете Земля, крохотном островке жизни в бескрайней космической пустыне? Ее природные ресурсы ограничены, а люди используют их расточительно, оставляя гигантское количество отходов, губительных для всего живого. Когда люди озабочены только удовлетворением своих постоянно растущих материальных потребностей, они все более отдаляются от ценностей духовных. Они теряют ориентацию во времени, забывают о заветах предков и необходимости разумно пользоваться благами природы, заботясь об их возобновлении. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.